Как не бояться чувств? Многие из нас выросли с убеждением, что показывать эмоции– это слабость. Нас учили не плакать, не злиться, держать все в себе. Но в реальности подавление эмоций не делает нас сильнее. Оно только усиливает боль. И сегодня я хочу поговорить о том, почему важно проживать свои чувства и как это может нам помочь на пути к исцелению. Общество часто транслирует установки типа «сильные не плачут», «злость– это плохо», «бояться стыдно». Мы избегаем эмоций, потому что они кажутся нам неконтролируемыми или даже пугающими. Подавленные чувства копятся внутри, создавая напряжение, тревожность и даже физические проблемы. Но эмоции – это нормально. Слезы – это способ выпустить напряжение. Он снижает уровень кортизола и помогает телу расслабиться. Злость – это сигнал о нарушении наших границ. Она может стать двигателем перемен, если направить ее в правильное русло. Страх – это инстинкт самосохранения. Он помогает нам быть осторожными, но важно различать реальные и надуманные угрозы. Как проживать эмоции безопасно? Когда хочется плакать, создай себе безопасное пространство для слез. Уединись, включи грустную музыку или фильм. Если у тебя не получается уединиться, зайди в ванную и включи воду в ванной, чтобы тебя никто не слышал, если ты так боишься осуждения. Помни, что слезы – это естественный процесс, как дождь для природы. Когда злишься, побей подушку, покричи в пустую комнату, напиши письмо, не отправляя его, сходи в спортзал, сделай практику кулаки гнева из кундалини-йоги, посети краш-комнату. В конце концов, порви листик на мелкие кусочки. Осознай, что злость не делает тебя плохим человеком, она помогает тебе защитить свои границы. Когда тебе страшно, позволь себе почувствовать страх, но не беги от него. Признай его и подумай, чего ты боишься на самом деле. Эта причина реальная или выдуманная? Если она больше выдуманная, попробуй увеличить ее до абсурдных размеров, чтобы она уже выглядела не страшной, а смешной. Если реальная, подумай, она действительно угрожает тебе или это страх нового? В первом случае, возможно, стоит прописать краш-сценарий на разные случаи развития событий. Что ты будешь делать в той или иной ситуации? Создай себе инструкции. Если же это страх нового, поддержи себя. Скажи: «Я боюсь, но я справлюсь», и начни делать маленькие шаги. Если не выражать эмоции, то подавленные чувства, они остаются внутри, создавая физическое и эмоциональное напряжение. Это может проявляться как психосоматика, боли, усталость, панические атаки. Эмоции, они никуда не исчезают. Они находят выход через раздражительность, через эмоциональные срывы, через зажатости в теле, через болезни. Чтобы помочь себе отслеживать свои эмоции, заведи дневник эмоций, где можно писать обо всем, что чувствуешь. Найди способ успокоения и релаксации, который работает лично для тебя. Рисование, танцы, спорт, разговор с близкими, прослушивание музыки, пение. Напоминай себе, что чувствовать – это нормально, и это не делает тебя слабым человеком. Эмоции – это наша естественная часть жизни. Плакать, злиться, бояться – это не слабость, а сила, потому что проживание эмоций помогает нам двигаться дальше. Позволь себе чувствовать и не бойся открываться жизни. Ведь когда мы закрываемся от плохих эмоций, мы перестаем чувствовать и хорошие, потому что все эмоции находятся в одном общем спектре, просто на разных полюсах.